Добрый день, дорогие стрельцы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на 2026 год. Друзья, присаживайтесь поудобнее, будем планировать этот яркий и интересный период в вашей жизни, потому что нас ждет в 2026 год очень много чего, и планеты на самом-то деле будут очень благосклонны к стрельцам. Первый, второй и, да, дорогие, третьей декады события будут складываться для того, чтобы вы как раз-таки сделали то, что давно не сделали. Ну а что же будет у нас в 2026 году, сейчас расскажу. Да, дорогие, это гороскоп по декадам, поэтому я буду рассказывать астрономическое событие и как оно влияет на каждую отдельную декаду Стрельца. И если вы смотрите по Солнцу, тогда первая декада Стрельцов – это те, кто родился в ноябре, еще такие заряженные по Скорпионе. Вторая декада Стрельцов – это кто родился с 1 по 10 декабря. Личные планеты уже тоже в Стрельце, и вы прям такие огненные, яркие, творческие, интересные. И третья декада Стрельцов по Солнцу, кто родился с 11 декабря и до знака зодиака Козерог. Там уже, скорее всего, личные планеты перешли в знак Козерога, поэтому вы более приземленный, более спокойный, но у вас такие мощные цели, основательные. И здесь я не могу сказать, что какая-то декада стрельцов, она какая-то не такая. Нет, просто каждому свое. Мы сами выбираем, в какой момент времени нам родиться. А если вы смотрите этот гороскоп по асценденту, что тоже имеет место быть, тогда 30 градусов Стрельца делите на 3 равных отрезка. Если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, то это первая декада. Если с 11 по 20 градус, это вторая декада. И если с 21 по 30 градус, тогда вы третья декада Стрельцов по асценденту. Ну что, дорогие, какой будет 2026? А он будет интересный, яркий и незабываемый. Что нас ждет? У нас два периода коридора затмения на растущем лунном цикле, поэтому в эти коридоры затмения я вам говорю, делайте больше, как можно больше ярких, активных, интересных действий для того, чтобы у вас в жизни все вошло в то русло, в которое вам хочется. У нас три периода ретроградного Меркурия, но я хочу сказать, что ретроградный Меркурий, это он вообще меркнет. Ведь у нас в этом году ретроградная Венера, которая окажет влияние на стрельцов всех декад. У нас Сатурн, Нептун, Уран, Юпитер меняют знаки, и все это будет сопутствовать развитию движения стрельцов вперед. То есть все эти планеты будут двигать вас вперед. Плюсом у нас кармические узлы тоже меняют знаки, и в июле они переходят на ось Льва Водолея, что тоже будет оказывать свое влияние. Пусть сначала только для стрельцов третьей декады в 26 году, в 27 году в первой половине для стрельцов второй декады, и для стрельцов первой декады это вторая половина 2027 года. Но кармический гороскоп от меня к лету 2026 все-таки ждите, там более подробно расскажу. Ну и что еще? У нас с конца декабря 2025 по 14 сентября 2026 года Лилит будет идти по знаку Стрельца. Что это? Это наши страхи, фобии, переживания, проверка нашей гордыни, нашего мнения, самомнения, наших завышенных требований, самолюбования в том числе, наших страхов быть признанными или непризнанными. Ведь не сам страшен страх, а если не получится. Некоторые боятся наоборот своего успеха, и у кого-то здесь будет проверка успехом. И это тоже нормально, понимаете, каждому свое. Но однозначно 2026 будет яркий, интересный, творческий, дерзкий. Конечно же, если мы будем в важных ключевых точках этого года принимать решения. Ну а какие решения нужно принимать, я сейчас в течение видео расскажу, естественно, с рекомендациями. Естественно, как из минуса сделать плюс, тоже буду это рассказывать. Ну что, поехали. Основные ключевые моменты 2026, как будут влиять на каждую декаду знака Стрельца. Поехали! У нас поистине даже начало года будет такое очень сильное, противоречивое, потому что ваш управитель
Юпитер будет в оппозиции с Венером, с Солнцем, с Марсом, и после уже к 20 числам января еще и с Меркурием. То есть внутренние противоречия от того, что что-то не сделали, не доделали, не пошли, постеснялись, в любви не сказали, как-то побоялись, будет настолько очень сильно внутри. Поэтому я все-таки советую числа 9-10 января, потому что будет очень такой точный аспект начинать движение вперед. Здесь, конечно же, очень сильно прочувствуют эту нотку стрельцы первой декады, нереализованность, моменты своих остановок, своих нереализованных желаний, амбиций. Такой творческий момент, творческий мотив. Чувствуете движение вперед, потому что весь 2026 Плутон будет делать очень-очень гармоничный аспект движения вперед. У стрельцов второй декады в этом январе такой, знаете, завершающий этап кармических узлов с вопросиками, кто я, для чего я, куда я вообще, кем я хочу стать, когда вырасту. Потому что как раз-таки у нас в январе кармические узлы выходят из второй декады рыб, то есть перестают делать квадратуру стрельцам второй декады, это уже будет в феврале. А в январе пока еще полны осознаний стрельцы второй декады, и весь февраль это продлится, а там у нас коридор затмений, который говорит, ну уже пора включаться, понимаете, да, стрельцы второй декады. Стрельцы третьей декады в январе еще у нас Сатурн находится в последней декаде рыб, и здесь делает квадратуру к стрельцам как раз-таки третьей декады. То есть и здесь движение вперед, но вас будут стимулировать финансовые обязательства, долги, нехватка денег. То есть это все, если сейчас есть в вашей жизни на начало 2026 года, дорогие стрельцы третьей декады, это все для того, чтобы вы только пошли вперед и настроили свою жизнь, настроили свое развитие, финансовую составляющую однозначно. Плюсом у нас еще до 26 января Нептун находится в третьей декаде рыб, и это такое эмоциональное разочарование от составляющей своей жизни. Что вы хотите, чтобы было в жизни? И вот если у вас такое депрессивная нотка состояния в январе, дорогие стрельцы третьей декады, это все поменяется. И с 26 января Нептун меняет знак, переходит в знак Овна. И здесь, конечно же, начнется влияние Нептуна на всех стрельцов. Почему? Потому что Нептун ваш управитель, дорогие стрельцы. У вас два управителя, это Юпитер и Нептун. Оба творческие. Нептун такой больше эмоциональный интеллект. Юпитер это социальная сфера такой жизни. Поэтому если вы не социализированный стрелец в общество для вас это пустой звук, скорее всего, здесь есть какое-то внутреннее противоречие и нестыковка со своим знаком зодиака. Почему вы не живете по Солнцу? Вот такой у меня к вам будет вопрос. И да, нужно начинать жить по своему Солнцу, потому что по Луне жить особого ума не надо, по асценденту события сами сложатся, здесь тоже особо ничего делать не надо. А вот по солнышку для того, чтобы перемалывать все трудности, которые случаются в жизни, это помогает только Солнце, истинно заряженное стрельцовское Солнце. И да, идем дальше. У нас в конце января 26 числа Нептун меняет знак, и все наши эмоции уже будут очень яркие, огненные, заряженные, по-овновски. То есть если раньше мы последние десятилетия как-то внутри переживали свои эмоции, переживания, разочарования, то сейчас они у нас будут яркие наружу. Плюсом у нас еще в ночь с 13 на 14 февраля Сатурн меняет знак. И он тоже переходит в Овна. То есть здесь заканчивается финансовая история, но остается послевкусие, если есть нерешенные вопросы, финансовые долги у стрельцов третьей декады, то эта история еще на весь февраль растянется, поэтому быстрее завершайте всю эту историю, у вас другие вообще смыслы, значения. То есть либо же можно эту историю с финансовыми долгами, обязательствами дотянуть аж до лета, пока кармические узлы поменяют знак. Понимаете, я о чем говорю? Ну а зачем это нужно? Постарайтесь как можно максимально быстро всю эту историю сделать красиво и пойти уже в новый этап своей жизни, очень яркий, интересный. Стрельцы третьей декады. Ну а если здесь у вас такой эмоциональный развод, расход, тогда послевкусие, конечно же, еще на февраль тоже останется и на март. Вот такая история.
И да, Сатурн у нас в ночь с 13 на 14 февраля меняет знак, переходит в Овны. И здесь, конечно же, все наши действия было бы хорошо, если бы были более продуктивные, более яркие, нацелены на результат, на финансовую стабильность. То есть на достижения в том числе. Сейчас мне скажут: Женя, да какие достижения? Ну, достижения могут быть и в личной жизни тоже. Покупка, например, недвижимости своего дома. Это тоже достижение для каждого. Хоть сейчас у нас в обществе как-то про это говорят, что это как-то вообще не достижение, это данность у нас должна быть в жизни. Но я вам так хочу сказать, знаете, почему у многих не строятся личные отношения? Потому что многие считают, что отношения – это тоже данность. И зубы считают, что у нас у всех должны быть чистые и красивые по умолчанию, и фигура у всех должна быть идеальна. Но над всем над этим нужно работать. Точно так же, как и над отношениями. Это вообще ни разу не данность. И да, над отношениями работают, конечно, двое. Если нам кажется, что только мы работаем, тогда нужно подумать, почему только нам интересны эти отношения, и почему изначально мы вступили в те отношения, которые интересны только нам. Почему в какой-то момент было принято именно такое решение. Понимаете, я о чем говорю? И да, Сатурн в Овне будет влиять на всех стрельцов. На ближайшие 2 года Сатурн будет хорошо влиять на стрельцов. Это гармоничный аспект. То есть здесь можно браться за сложную работу, которую раньше не хотелось браться, не хотелось делать. Здесь хорошее время для приобретения недвижимости. То есть даже, да, стрельцы третьей декады, если у вас есть финансовые обязательства, то я могу сказать, то есть долговые какие-то отношения, очень сложные и тяжелые, и вам как-то вот вообще не радостно, и вы хотите мне сказать: Женя, какая вообще квартира, недвижимость, дом? Я хочу сказать, что в 2027 году для стрельцов третьей декады своя недвижимость, собственность – это вообще не иллюзорный какой-то мир розовых очков. Просто Сатурн дойдет уже до вашей декады. Это будет весна, лето, осень 2027 года у стрельцов третьей декады. У стрельцов первой и второй декады это 2026 год. Понимаете, мои дорогие? Почему я говорю, что Сатурн для стрельцов будет идти очень в гармоничном аспекте. Здесь приобретение своей недвижимости, здесь работа, в которой, да, вы вкладываете много, но вы при этом будете получать свои кровно заработанные деньги, которые являются той самой платой за ваш труд, за ваши ресурсы. И это очень потрясающе, понимаете? Нужно здесь просто себя по достоинству оценить. Не сидеть, не малодушничать, не стесняться. Не надо стесняться. Здесь нужно заявить о себе в прямом смысле. 2026 год – это год Стрельца для того, чтобы заявить о себе и показать себя. И идем дальше. Стрельцы первой и второй декады. Хорошая история в 2026 году связана с Сатурном в течение вообще всего года. Приобретение своей недвижимости. Точно так же брать на себя новую роль, новую должность с большей ответственностью, новая социальная роль. Это как муж, жена. Эта история абсолютно хорошо сходится на брачные отношения, на создание семьи, ячейки общества, потому что здесь еще и Нептун нужд для стрельцов первой декады точно будет идти в гармоничном аспекте, поэтому здесь не просто романы нужно крутить, нужно и ответственные решения брать. Стрельцы первой декады уже, да, вносить в свою жизнь нечто новое, возможно, появление ребеночка в том числе, либо еще одного ребенка. Хорошая история для стрельцов первой декады в 2026 году. Не хочу сказать, что для других декад стрельца я не желаю ребеночка. Юпитер у нас 30 июня поменяет знак и будет идти по Льву. И он буквально до декабря месяца будет идти по Льву. А Юпитер во Льве – это семья, когда мне хочется быть главой семьи, когда мне хочется вообще семью, когда мне хочется детей. И эта история будет влиять, ну, за 5 месяцев Юпитер пробежится 28 градусов Льва. То есть почти до всех стрельцов дотянется, и это очень хорошая история будет для вас, дорогие стрельцы. То есть если вы будете принимать ответственные решения. Но эти ответственные решения мы уже все начнем принимать или не начнем. Опять начнем думать, что мы как-то где-то устали. В феврале у нас коридор затмений с 17 февраля по 3 марта. Коридор затмений на растущем лунном цикле. Это потрясающая история, если вы хотите сделать нечто большее. Эмоций будет много, эмоций будет переживание и действий. Но я вот открываю дату 17 февраля. Январь-то, конечно, заряженный, январь классно, но февраль в связи со сменой планет своего положения будет такие штормы, и мы будем немножечко не готовы, нас будет штормить. При всем при этом у нас новолуние 17
февраля и коридор затмений, который там начинается, он у нас будет в квадратуре Солнца Луна с Ураном. Это аспект обнулений. Это аспект, когда нам хочется, а вот сейчас я хочу по-новому, сейчас я хочу все изменить, сейчас я хочу, а как люди обычно привыкли все менять, резко бросать все, что у них есть, не смотреть на уровень ответственности, который при всем при этом участвует, да, это семья, это работа, хочется бросить все, написать заявление в один день, увольнение, и либо сказать: дорогая, я устал, я ухожу, либо дорогая говорит: вы мне все надоели, вещи собраны, и я ушла. Всякое бывает, и мужчины, и женщины так поступают. Но очень хорошо прорабатывается, компенсируется этот аспект и этот коридор затмений не нашим чувством обиженного ребенка, что нас где-то не поняли на работе, на которую мы просто в какой-то момент жизни пришли, расслабились и перестали стремиться чего-то там реализовывать, достигать, что-то там делать. Кто-то сейчас скажет: почему нужно что-то достигать? Ну, тогда вы человек, которому совершенно подходит определенная стабильность, тогда здесь не должно случиться никакого разочарования, что я чего-то в жизни не достиг. Потому что на таких аспектах обычно приходит разочарование, что у меня нет меня в моей жизни, что я свою жизнь не живу, что я как-то слился в отношениях, и у меня там, ну вот просто что-то происходит, но радости и счастья не вызывает. И есть, знаете, такое внутреннее чувство, когда хочется сейчас выйти и найти себе кого-то такого, с кем будет что-то такое по-другому, но, как правило, в других отношениях случается все точно так же, потому что мы основной персонаж этих отношений в том числе. Понимаете, я о чем говорю? И мы основной персонаж на другой какой-то работе. Очень хорошо здесь, кто выйдет из отношений, из работы, здесь будут моменты осознания. Кто-то поймет, что если выйдет из отношений, захочется снова вернуться. Почему у нас следом включается период ретроградного Меркурия? Мы его, конечно же, не любим, но хочу сказать, что период ретроградного Меркурия на 2026 год – это вообще такие маленькие цветочки, даже не стоит обращать на это внимание, но в марте он будет такой очень яркий, потому что ретроградный Меркурий будет у нас в рыбах. Это вопросы всегда с бывшими, он еще будет в соединении с Венерой. Вопросы с бывшими, прошлых отношений, нереализованности, моменты, когда мы чувствуем себя несчастными, но почему-то мы сами это несчастье создали, понимаете, да? В работе кто захочет в период этого коридора затмений поменять работу, я не скажу, что это плохо. Самооценка и самоценность – это вообще основная история, которая движет этим миром, да. Но если мы понимаем, что здесь где-то завышена планка, и мы не соответствуем в своем представлении, ну, то есть своим представлением, каким мы заявляем о себе в этом мире, и тогда, конечно, здесь будут розовые очки сбиваться, и послевкусие еще на весь март растянется. Поэтому здесь, дорогие стрельцы, и первой, и второй, и третьей декады максимально, конечно, иллюзорные отношения в любви будут у стрельцов первой декады. Здесь в любви будет очень много страхов, переживаний, фобий, будет какая-то иллюзорная такая история выхода из отношений, как будто вот где-то там у меня будет что-то лучше. Помним, что мы берем с собой себя, отправляясь в новые отношения, как мы будем себя вести. Если мы в этих отношениях не вкладывались эмоционально, не вкладывались, не знаю, душевно, финансово в том числе, да, у каждого свой язык любви, можно это так сказать, да, каждый по-своему проявляет любовь и заинтересованность, и здесь нет хороших и плохих, здесь просто есть наши личные привычки. Как говорится, люди максимально счастливо живут в браке те, у кого максимально хорошо совпадают психотравмы, понимаете, я о чем говорю. И только вот эта история, она реально работает, да. У меня есть на эту тему большое видео «Любовный гороскоп», посмотрите, налейте себе что-нибудь вкусненькое, посмотрите со своей второй половинкой, там рассказала, как напряжение каждой планеты, которая заходит в нашу жизнь на определенный этап, да, как можно сгармонизировать это напряжение и вместо того, чтобы ругаться и включить чувство одиночества, например, включиться в заработок своего нового жилья. Это очень классная компенсация. Либо начать душевные разговоры. Так вот, Уран, который будет в напряжении в конце февраля и март, это история как раз-таки, когда нужно душевные разговоры поднять на новый уровень, и все будет хорошо. Потому что друзьям мы можем рассказать о своих каких-то интересных моментах характера, а почему-то вторым половинкам нет. Зачем, да, им это знать? Типа, жена, муж дома так чисто для фасада, а вот с друзьями я классно потусуюсь. Не уходите тусоваться с друзьями, вкладывайте в свои отношения. Это февраль и март 2026 года. Это стрельцы
Первой декады, стрельцы второй декады точно так же. Плюсом еще будет желание вернуться к бывшим, к прошлым отношениям у стрельцов второй декады. Не надо так делать. Стрельцы третьей декады, вот здесь будьте аккуратны, дорогие, потому что здесь Марс в квадратуре с Ураном, здесь захочется резко поменять работу, резко уйти. Если вы решили это делать, если вы отважились на новую работу, просто понимаете, какую работу вы хотите найти, что там должно быть такого интересного, интересного в том числе, потому что Марс-Уран – это всегда вопрос интереса. Но мы-то все работаем не просто за интерес, а для того, чтобы прокормить себя, свою семью. То есть здесь должна быть стабильная, реальная история. И вот когда у вас не будет иллюзорных вот таких историй, в коридор затмений февраль и март, когда у вас будет все четко и по полочкам, и вы прекрасно понимаете, что вы сейчас уходите с этой работы на другую, и вы прекрасно таки понимаете, что вас там ждет в финансовом плане, какие у вас есть реальные перспективы. То есть и здесь зрелость и ответственность помогает скомпенсировать вот тот безбашенный момент, который хочется очень сильно быстро как-то из него выйти. И кажется, что если мы сейчас уволимся, все проблемы наши решатся. Но наши проблемы-то не от того. Наши проблемы по большей части от того, что в какой-то момент мы засиделись и перестали прикладывать усилия. Понимаете, о чем говорю? Идем дальше. Ретроградный Меркурий наступает у нас 26 марта, уже вскользь рассказала, будет у нас с 26 февраля по 20 марта. Послевкусие его будем чувствовать еще и до конца марта. Вопросы с бывшими любовных отношений, уровень комфорта, вся эта история будет работать у стрельцов и первой, и второй декады. Стрельцы третьей декады вам точно так же повторюсь, какие осознания у вас и действия будут с точки зрения работы, зрелые ответственные решения для того, чтобы не натворить в своей жизни много чего, о чем потом придется переживать. На самом деле должно быть у вас складываться все хорошо, и вы должны пойти в свое развитие, но со взрослыми зрелыми решениями, потому что здесь Юпитер будет как раз-таки в гармоничных аспектах к кармическим узлам, к Марсу, и эта история будет хорошо работать вообще у всех стрельцов. Дорогие, понимаете, не уходите в иллюзии, принимайте зрелые решения и действуйте, и тогда все будет хорошо. 21 марта у нас по классике весеннее равноденствие. У нас Солнце переходит в 1 градус Овна, у нас включается астрономическая весна. И хочу сказать, что вот уже здесь уйдет от нас такое послевкусие коридора затмений, когда либо мы натворили странные дела непонятные, либо мы наоборот приняли взрослые решения, поняли свои ошибки и начинаем как раз-таки включаться в свою жизнь. И здесь начинается потрясающий конец марта и апрель. Гармоничные аспекты на работу, движение вперед у стрельцов первой декады. Лилит перешла во вторую декаду стрельца, поэтому здесь, дорогие, до июля вопросики к вам. Ваши страхи, фобии, переживания, чего же вы боитесь? Боитесь, получится или не получится? Боитесь быть стрельцом таким мощным, ярким, открытым, интересным, дерзким? Боитесь быть собой или нет? Вот если вы здесь не побоитесь быть собой, будет у вас все хорошо. Это март и апрель и май и июнь 2026 года, связаны только с Лилит. Идем дальше. Апрель 2026 года для стрельцов вообще всех декад будет по-разному работать, но будут определенные истории, которые все-таки будут очень сильно задевать стрельцов и первой, и третьей декады. У нас 26 апреля 2026 года у нас Уран меняет знак. Он выходит из знака Тельца в знак Близнецы на ближайшие 7 лет. И эта история такая, знаете, очень яркая. Почувствуют ее стрельцы первой декады. Уран в оппозиции к солнышку стрельцов первой декады – это когда мне хочется выйти в закат, сказать, я устал, я ухожу, но так делать не надо. Все-таки у вас очень гармоничный аспект Плутона, Нептуна, Сатурна еще, да, еще пока не дошел Юпитер, но Уран – это вот тот момент, когда хочется как-то себя проявить, как-то по-новому. В работу, в реализацию это внедрять. И если собрались выходить из отношений, будет сложновато. Не надо так. Будут сложные в этом истории с пробуксовкой, понимаете, особенно когда захочется гадость какую-то сделать, да, своей второй половинке. Плюсом стрельцы третьей декады тоже эту историю почувствуют, потому что Уран будет... Почему я говорю про вторую половинку? Да? Потому что Уран у нас меняет знак в соединении с Венерой. И вот это добро все в квадратурах к кармическим узлам.
А у нас кармические узлы уже очень быстренько подтягиваются к оси Лев Водолей и будут влиять прежде всего уже летом, с начала лета на стрельцов третьей декады. Поэтому вот здесь стрельцы третьей декады, если вы приняли решение как раз-таки в феврале менять свою жизнь, менять ее кардинально, то вот здесь будет нестабильность, здесь будет с определенной нормой встряски, по-новому будет еще продвигаться сложно, но тем не менее нужно это делать. Максимально ответственно подходить к своему уровню финансов, максимально понимать, каким человеком вы хотите стать. Моя самореализация, моя личная жизнь, любовные отношения, потому что здесь планеты, конечно же, будут спрашивать, да. Поэтому здесь, конечно же, еще и апрель будет вас штормить, стрельцы третьей декады. У стрельцов второй декады здесь, дорогие мои, хочу сказать, здесь-то работает все через Лилит у вас, да, если вы разбираетесь со своими страхами, тогда отпадают внутренние противоречия ко всем остальным людям, к близким, ко вторым половинкам, и вы начинаете максимально сами включаться в работу. Тогда у вас и апрель, и май, он не такой штормовой, то есть он будет активный, он будет амбициозный. А если вы будете все-таки на таких низких вибрациях, можно это так сказать, да, с так себе настроением, тогда это будет история, конечно же, потеря связей, контактов, смена окружения, потому что уже в мае у нас Лилит будет в оппозиции с Меркурием, который в Близнецах, да, и для стрельцов второй декады это смена окружения, которая, ну, такая себе. На самом-то деле здесь нужно идти в рост. Будьте аккуратны с новыми людьми, с новым кругом общения, который вдруг будет появляться. Присматривайтесь, по-взрослому смотрите на людей с точки зрения ответственности, да, для того, чтобы эту историю очень хорошо понимать, кто вам друг, а кто вообще нет. Да, потому что здесь могут быть странные мутные истории, разочарования в том числе. И к лету можно прийти совершенно не с большими такими усилиями в работе, потому что здесь уже и Сатурн во второй декаде Овна говорит о том, что давай мы будем зарабатывать, то есть вы будете с кем идти по жизни, да, то есть здесь хороший социальный статус, здесь те самые люди, с которыми вам реально интересно, или вам все-таки прельщает какая-то темная сторона вашей жизни, да, здесь каждый принимает свое решение. И да, это конец апреля и май. Май на самом деле будет заряжен у стрельцов. По классике 6 мая у нас уходит в ретроградное движение Плутон. Будут это видеть, чувствовать, понимать стрельцы как раз-таки первой декады. Вернется он из ретроградного движения в октябре, 16 октября. В тот момент он уже будет в аспекте с ретроградной Венерой в напряжении, да, и вот тот аспект тоже будет очень достаточно сильный. Сейчас же хочу сказать, что в мае 2026 года май такой будет мощно напряженный, потому что с встряской для стрельцов первой декады так уж точно. Здесь резкие движения неоднозначные, любые новые проекты будут вас проверять на прочность. Будет казаться, что очень такое мощное, сильное напряжение, да. В любовных отношениях тоже будет трясти, поэтому здесь если у вас новые отношения, где партнер не чувствует вас, вы не чувствуете партнера, то это могут быть бесконечная череда новых знакомств и брошенные связи, да. То есть здесь таки понимаете. А если все-таки у вас стабильный союз давний, держитесь за него, особенно если у вас очень много совместных событий вместе, накопленного жизненного опыта, и вы понимаете, что это всего лишь период такой, когда потрясет, потому что у нас всегда перед каким-то большим, мощным, ярким, интересным вхождением в нашу жизнь определенных событий нас всегда трясет. Вот это конец мая, я аспекты смотрю, да, которые будут весь май закручиваться, и будет казаться, почему в мае такая тряска. У стрельцов первой декады, у стрельцов второй декады и третьей, в том числе у каждого в своем ключе, да. Почему? В июне. У нас июнь еще тоже будет вот так подтягиваться. Помните, у нас, я записывала осенний гороскоп «Новый уровень» 2025 года осень. У нас ноябрь аспект Юпитера в оппозиции с Плутоном, аспект больших денег. Кто смотрел тот гороскоп, тот знает. Тогда у нас была еще не точная оппозиция. Так вот, у нас начинает сходиться точная оппозиция с конца июня 2026 года. Это аспект миллионеров, миллиардеров очень больших денег.
Но даваться они легко не будут. Они будут даваться с напряжением, с большими осознаниями, когда мы понимаем, что мы где-то там были настолько неправы. Почему? Ну, почему? Как говорится, если у нас сейчас в жизни чего-то нет, значит, мы что-то не так думаем в своем голове, да, то есть у нас нет отношений, у нас нет того уровня комфорта, достатка, значит, мы что-то делаем не так. Но это же логично. Логично. Либо мы до чего-то не дозрели. Так вот, весь июнь мы будем зреть как раз-таки до этих историй. Для заработка больших денег у нас начинает складываться оппозиция Юпитера с Плутоном. 30 июня у нас Юпитер переходит в знак Льва, и на ближайший год благоприятно, просто максимально благоприятно будет влиять на стрельцов вообще всех декад. То есть это та самая удача, про которую меня спрашивают, оптимизм, тот социальный рост, успех в обществе, в финансовом плане, в составляющей. Здесь решение имущественных вопросов, в том числе социальный успех, если вы решили в обществе реализоваться, да, стать весомой такой личностью, тоже хорошие аспекты. Но здесь есть такая ложечка дегтя. С 30 июня, вот скажи, Жень, ну вот нельзя было без этого. Вот представьте, вот как-то хотела упустить, но нет. У нас в этот же день складывается ретроградный Меркурий. Они в соединении с Юпитером, две умные планеты. Одна переходит во Льва, другая в ретроградность. И Меркурий уходит ретроградный в знак Рака. То есть здесь будут вопросики непонимания со вторыми половинками. Конечно, мы все будем эту историю демонизировать, но здесь этого делать не нужно, потому что период ретроградных Меркуриев вообще это тот период в жизни, когда нам нужно просто найти время на тот самый разговор с близкими и любимыми. Найти те самые нужные слова. Здесь ретроградный Меркурий в июле у нас будет, до 23 июля, кстати, он у нас будет, в квадратуре с Сатурном, когда четкое понимание, куда мы идем со своей второй половинкой, когда мы понимаем, что мы хотим, реальные цели, почему мы ругаемся. Потому что всегда у наших скандалов и ссор есть недопонимание. Кто-то боится, что эти отношения разрушатся, кто-то боится чего-то молчания, кто-то боится остаться один, без почвы под ногами, кому-то нужна стабильность, кому-то нужна ответственность, кому-то нужны душевные разговоры, и у каждого это свое, понимаете. Я еще раз повторюсь, что наша личная сфера, любовные отношения – это такая же сфера нашей жизни, как красивое тело. Над этим нужно работать. Ну, не бывает просто так красивого тела. Над всем нужно работать. Точно так же и умные люди не рождаются. Если вы видите перед собой умного человека, знаете, что там очень много терпения и усердия было оставлено в книгах и в знаниях. Потому что только так даются знания. Пролистывая соцсети, знания не даются. Это, я надеюсь, понятно всем. И да, июль будет таким неоднозначным. Хочу сказать, что переходный период для стрельцов третьей декады однозначно будет это период уже больших смыслов. Потому что кармические узлы, вот даже вот 1 градус, вот в первом градусе уже стоят, уже прям ждут. Переход кармических узлов будет 27 июля 2026 года. Влиять они уже начинают с начала июля на стрельцов как раз-таки третьей декады. И здесь взрослые решения. Влияет, конечно же, еще и Уран, то есть нестабильный Уран в квадратурах, да, то есть это внутреннее напряжение, что у меня что-то не получится, что как-то я не могу, что как-то я один, меня не поймут. Постарайтесь найти отклик в своей второй половинке, в друзьях, в близких людях, с кем у вас есть контакт. Расскажите о своих страхах, переживаниях. Это очень хорошая такая история для стрельцов третьей декады. Стрельцы второй декады, у вас, конечно же, наступает период активных действий. Не ругайтесь в июле со своими вторыми половинками. Здесь момент только движения вперед. Сатурн делает максимально гармоничный аспект на покупку недвижимости. Очень хорошая история для финансового заработка в июле и в августе в том числе, и в сентябре. И до конца октября у стрельцов второй декады Сатурн делает как раз-таки вот это окно возможностей для приобретения недвижимости, той самой работы, которая приведет в вашу жизнь стабильность. И эта история очень хорошо должна у вас сложиться, не потеряйте ее.
И да, стрельцы первой декады, ну, дорогие, у вас не делайте резких движений, не ругайтесь с близкими, потому что здесь очень сильно захочется, Уран находится в квадратуре еще и с Венерой, то есть здесь захочется прям-таки выйти из отношений, не надо делать этого будет в июле. А так, если по событийным астрономическим событиям у нас 7 июля уходит в ретроградное движение Нептун, как будет влиять только на первую декаду стрельцов, то есть эмоции опять всколыхнут все те, что были у вас в отношениях в том числе. И плюсом за июлем у нас идет август, где на период следующего коридора затмений у нас Венера будет в оппозиции с Нептуном. То есть это наши иллюзии, нам захочется куда-то уйти в иллюзорные такие моменты, интриги, измены, скелеты в шкафу, чего-то там свой какой-то чрезмерный романтизм где-то найти, либо вскроется вся эта иллюзорная история в браке, в отношениях. Здесь будьте аккуратны, стрельцы первой декады, но все это вопросы обычной жизни. Все это привело к тому, что нужно было в какой-то момент жизни просто сесть и поговорить, но никто этого не хотел сделать, никто не хотел вкладываться. Вот такая история будет у нас. И 26 июля у нас Сатурн уходит в ретроградное движение. 27 июля кармические узлы меняют знак. И начинается такой большой мощный экзамен для стрельцов третьей декады. Это вторая половина 2026 года. Вообще большое, мощное такое самоопределение, кто я и каким я хочу стать, кем я всегда хотел быть, но почему-то этого не сделал, не принял определенные решения или не приняла своей профессиональной деятельности 100%, потому что кармические узлы у нас меняют ось на... То есть нам где-то нужно будет отказываться от своей гордыни, да, чрезмерно же завышенной самооценки, убирать свою корону. И на ближайшие 1,5 года вообще у всех людей, ну, кармический гороскоп для меня еще будет к лету 2026 года, как будет влиять на каждую декаду Стрельца. Вы у меня уже видели, что предыдущий он такой был, и вот тоже будет. Я так поняла, вам эта история очень сильно понравилась. Там буду про каждую декаду рассказывать. Но вообще для всего человечества на ближайшие 1,5 года у нас включится момент, что нам нужно идти в человечность. В человечность, работа для людей. При всем при этом наша работа, наш бизнес должен людям помогать. Не просто очень много денег приносить в нашу копилку. Он должен быть как-то благоустраивать мир людей, то есть вести к наведению той самой коммуникации, к открытию человечности в нас самих и в людях. То есть здесь как раз-таки привет все хейтеры, которые пишут у меня различные гадости на канал. Ой, зачем вот это вот все занудство? Ну, для кого-то это нужная информация. Каждый будет находить свои кружки по интересам в ближайшие 1,5 года, своих людей, с кем вам максимально комфортно коммуницировать, кто вас максимально хорошо понимает, и это будет норма, понимаете? Шик, блеск, вот эта броскость, которая затемняет рассудок, будет уходить и обнуляться, и все вот эти блогеры-пустышки, звезды, они будут потихоньку спадать, и останется только такая большая польза, понимаете, да? То есть это такой большой момент, как кармические узлы будут влиять на нас всех. Ну а экзамен, который будут как раз такие задачи подкидывать с июля 2026 года, конечно же, и вторую половину 2026 года, это для стрельцов третьей декады. Все будет способствовать идти в ваше личное развитие и профессия, и личная жизнь, чтобы у вас были и доверительные отношения, чтобы вам было максимально комфортно и на работе, и в личной жизни. А где некомфортно, где вы сами не будете раскрываться, и работа, и личная жизнь будет рушиться. То есть вам будет непонятно, вам будет некомфортно, не нравится. И вот так оно будет происходить. Первая половина 2027 года эти вопросы будут стоять у стрельцов второй декады. И вторая половина 2027 года это стрельцы первой декады, которые кардинально поменяют свою жизнь. Да, дорогие, это вот то, что связано с кармическими узлами. И следом, конечно же, после этого перехода, оно не бывает все в один день. Хочется сказать, что все в этот день мы начнем жить по-новому. Но это же розовые сказки, мы же все это прекрасно понимаем. И да, у нас следом включается август, который очень-таки достаточно эмоционален, но у нас там коридор затмений с 12 августа по 28 августа. Он у нас опять на растущем лунном цикле. И эта история очень классно,
классно сработает на стрельцах как раз таки третьей декады, именно вот этот коридор затмений включит у вас внутреннее самоопределение, ценность, кем я хочу быть. Вы начнете вспоминать, кем вы были. Здесь еще просто Солнце и Луна будут в гармоничном аспекте Сатурне, и это должны быть ваши ответственные решения движения вперед. Да? Стрельцы третьей декады прекрасный будет для вас коридор затмений, постарайтесь сделать как можно больше. Стрельцы второй декады у вас, дорогие, я хочу сказать, что этот момент у вас будет работать через отношения, в том числе и развитие ваших профессиональных качеств. Отношения будут чуточку позже, все-таки для вас к сентябрю вы будете готовиться, но вот в августе постарайтесь максимально вложиться в свои отношения с точки зрения душевности, понимания, чтобы сентябрь и октябрь были полегче, потому что там будут сложненько для стрельцов второй декады в отношениях, и чтобы вот там проживалось максимально мягче, нужно, опережая события, месяц заранее. Лучше, конечно же, вот прямо сейчас вы посмотрели это видео и уже поняли, что у вас любовная сфера, она как-то провисает, вы в нее не вкладываетесь ни романтичными фильмами, ни походами в театр, ни свиданиями, ни разговорами по душам, совместным времяпрепровождением, а у вас остался один сплошной быт, который вообще никого не радует. Ну, то есть стрельцы это вообще не бытовая такая история, понимаете, сложно вам в быту. И это такая нормальная история, нужно находить радость даже в быту со своей второй половинкой. Посмотрите, что вам нравится, что интересно, разбавляйте свою жизнь. Это я сейчас всем стрельцам говорю, но перед периодом ретроградной Венеры я, конечно же, повторюсь. И да, коридор затмений для стрельцов первой декады будет очень опасненьким. Здесь Нептун в оппозиции с Венерой. Иллюзорные истории, не уходите в какие-то интриги, измены. Поговорите по душам в своих любовных отношениях. Все-таки у нас после этого коридора затмений сентябрь, в котором очень много моментов, когда мы можем выйти из наших отношений. И да, для стрельцов третьей декады очень хороший будет месяц, если вы будете принимать взрослые ответственные решения. Если вы скажете, ой, ну так над этим нужно работать, а я вот вообще вот это делать не хочу, тогда, естественно, а чего вы тогда от меня хотите? Вот мои гороскопы для тех, кто хочет стремиться. Вы посмотрели, послушали, когда можно квартиру купить. Окей, поняли, что здесь нужны деньги. Я не тот астролог, который говорит, у всех будет по квартире, все быстренько купили себе по автомобилю, у вас всех будет радужно. Ну, мы же все в реальной жизни живем, понимаете? Идем дальше. Плюсом, конечно, у нас заканчивается этот коридор затмения, начинается сентябрь, там ничего нового. У нас обычно коридор затмения были сентябрь-октябрь, да, но тут вот у нас в августе. У нас 11 сентября уходит в ретроградное движение Уран. Все по классике, ничего нового. Уходит в ретроградное движение. Плюсом у нас 14 сентября Лилит меняет знак. И здесь стрельцы третьей декады перестанут наконец-таки бояться. Ну вот еще ладно, недельку-две оставляем до октября, когда Лилит уже полностью укатывается туда в Козерога и перестает влиять как раз-таки на стрельцов третьей декады. То есть здесь страхи, волнения, переживания, которые были у вас июнь, июль, август, да, и вот сентябрь, они должны уже уйти, вам должно уже максимально стать понятно, что вы не пошли в свое развитие, потому что боялись, что вы не поймете. Вообще для всех стрельцов на 2026 год очень хорошая история. Берите вот ежедневник и пишите свои страхи. Вот прям пишите свои страхи, почему вы не развиваетесь. Боитесь потерять свой круг общения, окружение, вас не поймет вторая половинка, вас не поймет общество, вас не поймут на работе, родители, вы начнете зарабатывать больше, на вас все обидятся. Что из этого? Вы боитесь, что вы будете зарабатывать больше, чем муж или жена, и вам станет как... Ну, для мужчин эта история нормально зарабатывать больше. Женщинам сложно дается эта история понимания. Но здесь, если у женщин история обычно в заработке, она какая? Она нестабильная. То есть обычно женщины же эмоциональны, но не агрессивны. То есть если мужчина может свою агрессию конвертировать в деньги и стабильно зарабатывать определенные суммы, и чеки будут каждый раз, по чуть-чуть расти, да? А женщины может поработать эмоционально и потом вот так провиснуть. Ну, то есть здесь тоже нужно немножечко, дорогие женщины, корону сбивать. То есть если у вас получился такой вау-проект, а потом вы от него отходите 3 месяца, полгода, это тоже такая история, где нужно это четко понимать. И для семьи, например, держать все яйца в разных корзинах финансовые, да,
Это очень хорошая история, когда один зарабатывает финансово и основательно, а другой даже вот так урывками, и это нормально, понимаете? Мы живем в то время, когда, ну и кармические узлы будут от стрельцов спрашивать как раз-таки движение вперед, поэтому должно быть несколько финансовых корзин. Почему я говорю об этом в сентябре? Потому что у нас уже с десятых чисел сентября Венера начинает складываться, ну, вообще она меняет знак, переходит в знак Скорпиона, и складывается в квадратуру с Плутоном. И мы, дорогие, плавно движемся к периоду ретроградной Венеры. Вот в таком аспекте, в напряженном, когда мы понимаем, что нам не хватает денег, что резко куда-то они у нас понадобились, нам нужно еще больше, что и мы начинаем ругаться со своей второй половинкой, потому что период ретроградной Венеры у нас будет в Скорпионе, на квадратуре с Плутоном и в квадратуре с Марсом. То есть у нас ретроградная Венера с 3 октября по 14 ноября. 1,5 месяца. Но послевкусие мы еще до конца 2026 года будем проживать. О чем здесь? И мы, естественно, на этом настроении финансовом, да, нереализованности и непонятости в личной жизни, а здесь будут вопросы закручены всего. Да, ну, потому что Венера в Скорпионе, она и про секс, и про деньги, и про отношения, и ты меня не понял, и ты меня не поняла, ты хочешь больше, а я вот больше тебе дать не могу. Очень часто мне это пишут, развелся с женой, 3 детей, был совместный бизнес, она много хотела. У меня вопрос, если вы 10 лет прожили вместе, как будто вы мало хотите. Но это такой тоже, знаете, вопрос, который нужно максимально честно себе на него ответить. Если вы честно себе отвечаете, то вы понимаете, что вот это была ваша женщина, понимаете, и за нее нужно держаться. Ну, то есть здесь и мужчины, и женщины все начнут эту историю понимать, потому что все помнят, наверное, мой гороскоп, кто смотрел «Осень силы». Это был гороскоп ноябрь 2024 года, конец апреля 2025 года. Там были аспекты Марса с Плутоном. Это очень сильный, мощный, разрушающий аспект. Я же называю это аспект силы. Вот все те люди, кто здесь свою гордыню убирают подальше и понимают, что если вы в браке, в отношениях, там много лет, у вас там дети, бизнес, семья, и вы прекрасно понимаете, что наступил какой-то сложный момент, когда нужно гордыню задвинуть и понять, так, сейчас нужно вместе вот так собраться и финансовую составляющую поднять на новый уровень. Потрясающая история. Это аспекты, если вы один или одна, и вы хотите построить бизнес. Тоже очень хорошая история, потому что здесь Венера ретроградная будет нам говорить, что так, мы живем вообще непосредством, а хочется зарабатывать больше, хочется, чтобы средств было больше. Здесь точно так же про отношения. Если вы понимаете, что у вас не тот союз, который бы вам хотелось, поймите, почему он у вас не тот. Потому что вы в него не вкладываетесь или потому что вам вообще, в принципе, стало неинтересно. Но это тоже такая история отсутствия интереса. Здесь просто поймите, в какой момент стало неинтересно с появлением трудностей. Да? То есть это, хочу сказать, что вот с октября по ноябрь такой очень мощный момент. И на всех стрельцов эта история однозначно будет влиять. Очень сильно будет влиять на стрельцов первой, третьей декады с точки зрения разрушающей вот этой истории. История на стрельцов второй декады будет влиять через Сатурн, когда вам тоже захочется много на период включения как раз-таки ретроградной Венеры, Солнце будет в оппозиции с Сатурном. Это движение очень сильно, это движение очень мощно, когда вы понимаете, что вы четко и планомерно идете к своим целям и движению вперед. Но однозначно это история больших компромиссов. Вот здесь начинается настоящая проверка для любовных отношений, для бизнеса, для своей силы воли, в том числе у стрельцов и первой, и третьей декады, у стрельцов второй декады, но здесь тоже на момент вот всего вот этого у вас просто будет влиять через Марс, да, на Сатурн в оппозиции с Солнцем. То есть это ну, такие мощные требования, я бы так сказала, они завышенные, но они высокие. То есть здесь каждый просто должен понимать, что если вы предпримете те самые действия для достижения своих целей, у вас получится. Получится очень легко и просто вот так взяли, расстались и все.
в отношениях с бизнес-партнерами, в работе. Здесь можно легко совсем, потому что Венера у нас может работать как и в отношениях, как и в финансах, как и тот самый уровень жизни и достатка, который мы хотим, но мы почему-то и не могли его себе позволить, потому что не хотели прикладывать те самые усилия и действия, понимаете? А здесь нужно начать действовать, нужно идти вперед максимально. То есть в этот период ретроградной Венеры я не рекомендую вообще всем стрельцам ругаться, выходить из отношений. Получится вот прям выйти из отношений, поругаться вот до крови. Не нужно этого делать, потому что можно максимально компенсировать свои все эти вопросы плюсом. У нас еще Юпитер, конечно же, перешел в третью декаду Льва, и здесь стрельцы третьей декады, конечно же, движение вперед, рост, все, что связано с Юпитером, недвижимость, имущество, поездки, переезды, благоустройство своей жизни, переезд в более лучший район города. Здесь эмоциональные события в семье, ребеночек, брак в том числе. Поэтому, дорогие стрельцы третьей декады, что вы хотите со своей жизнью сделать? Вы, может, одно событие себе наметили, а я вам говорю, что у вас вот делайте, делайте, сколько хотите, столько и сделайте, было бы желание. Стрельцы второй декады, у вас движение через Сатурна, фундаментальное решение, действие, ответственность, только ваша личная, и здесь тоже нельзя останавливаться, аспекты просто шикарные. Стрельцы первой декады, но здесь Уран вас трясет по большей части, и Уран, и Марс с Плутоном говорят прям таки: действуйте сильно. Здесь и сделки, здесь большие проекты, мощные, эмоции убирайте, они у вас должны быть только с позитивным настроем. Не такой, знаете, оголделый, а здесь такой четкий, понятный, профессиональный уровень, когда вы знаете, что нужно идти и делать так, и тогда будет хорошо. И да, у нас все было бы вот так вот радужно, знаете, и понятно, я бы вот так вот сказала, и все хорошо. Но, естественно, у нас в этот период еще с 24 октября включается ретроградный Меркурий, который тоже в Скорпионе. С 24 октября по 13 ноября ретроградный Меркурий заканчивает свое движение, 14 ноября заканчивает движение ретроградная Венера. То есть здесь момент коммуникации, здесь, если вам нужны новые знания, новые люди, общение с сильными, мощными, компетентными специалистами, тоже подключайте, перепроверяйте свои знания, компетенции и дерзайте. Октябрь и ноябрь очень сильный, очень мощный. Я вам не могу сказать, что это месяц для того, чтобы сидеть расслабляться. Потрясающие месяца для того, чтобы действовать. Но если действия будут не прикреплены своим профессионализмом, да, то есть если это просто будет вот мне бы хотелось, это было бы просто желание, тогда не будет, конечно, движения вперед, тогда это будут такие, знаете, разочарования, потому что в середине ноября у нас Юпитер, сейчас я всем стрельцам говорю, и на этих эмоциях мы закончим 2026 год. У нас в середине ноября и по конец ноября Юпитер соединяется с Марсом и южным кармическим узлом во Льве. То есть это такой момент, когда мы либо разочаруемся, либо мы поймем, что, ну, такую мудрость, знаете, что все наши усилия – это ровно столько, что привело к нашим действиям. И если мы ничего не делали, здесь кто будет переслушивать в следующем году мои гороскопы и говорить, вот почему я не сделал, здесь будет, скорее всего, разочарование. Если вы ничего не сделали, либо здесь будет абсолютное понятие и принятие того, что я молодец. И я понимаю, что все не бывает с первого раза. То есть здесь будет такой очень интересный период времени. Конечно, если вы ушли в какие-то юридические вопросики, разбирательства в любовных отношениях, будет получаться так себе, не будет того удовлетворения, которого бы хотелось, решения своих вопросов путем ну, спорным путем судебных разбирательств. Удовлетворение не принесет, принесет скорее разочарование. Да? То есть вот такой момент. Так хочу сказать, что у нас декабрь потом будет, конечно же, продолжением послевкусия, потому что, ну, вот этого периода, потому что с 4 декабря у нас ретроградная, уже не ретроградная Венера, но Венера снова возвращается в знак Скорпиона и снова в квадратуре с Плутоном. Поэтому декабрь 2026 года в отношениях,
в бизнесе, в работе, все, что связано с нашим уровнем комфорта, будет как раз-таки опять у нас у всех работать, потому что Венера будет в гармоничном аспекте с Юпитером, вашим управителем, мои дорогие, да. Поэтому здесь, конечно же, будет такое внутреннее чувство, что опять возникают все те же вопросики. Мы же вроде как их уладили, мы же вроде как настроились на ту самую волну в ретроградную Венеру в октябре и в ноябре, да. Почему здесь в декабре у нас опять все то же самое становится? Очень хорошо сложится и важно этот период для стрельцов третьей декады, потому что Венера делает и аспекты нужные кармическим узлам. Для стрельцов третьей декады очень хороший момент как раз-таки понять и убедиться в том, что все вы сделали правильно. Для стрельцов первой декады этот момент такой, знаете, внутренних противоречий, когда будет казаться, что можно было сделать что-то не так. Поэтому здесь, если будут внутренние противоречия, потому что Юпитер уже в последних градусах знака Льва и уже начинает делать квадратуру к стрельцам первой декады, хоть и далекую, но тем не менее. Это вопрос, когда мы недовольны своим результатом, если мы не вложились. А если мы довольны, то значит результат ждите в декабре очень потрясающий, который вы хотели в работе, в финансах. В отношениях тоже могу сказать, удовлетворенность придет и радость, и счастье, и события семейные тоже будут у вас гармоничные. Поэтому стрельцы первой декады ваш итог сейчас. И про вторую декаду тоже скажу, вы мне скажете, да, что связано с этим совсем уже весь итог. Если говорить про итог гороскопа на 2026 год, хочу сказать, что у стрельцов первой декады очень важный год. И начинать нужно еще сидя вот здесь в 2025. Ну, конечно же, начиная в 2026, в любой момент вы посмотрели это видео и начинаете действовать, принимайте взрослые решения. Работа, бизнес, финансы, налаживаете связь в отношениях, не бросайте на самотек. Отношения – это та сфера, в которую вам нужно вкладываться, потому что вы ноябрьские стрельцы первой декады, если по солнцу, да, вам нужна страсть в отношениях, вот прям чувствовать партнера. И если вы понимаете, что у вас отношения вообще не такие прям вот такие вот, у вас вот этого всего нет, вы вообще себя не чувствуете в отношениях, вы не чувствуете себя, партнера в этих отношениях, но наводите эту коммуникацию, договаривайтесь, ведите эти разговоры, разбавляйте быт теми самыми моментами. В работе, конечно же, стрельцы первой декады на 2026 год у вас просто прорыв. Вообще здесь улучшение полное качества жизни, новый уровень финансов, достатка, и так и должно быть. Это абсолютно ваш год движения вперед. Только ваши страхи и лень могут вас остановить. Стрельцы второй декады. Здесь, конечно, хочу сказать, что декабрь у вас будет таким продолжением ноября. Здесь такой момент, знаете, такой, можно сказать, для отдыха, да, но здесь тут будут ваши дни рождения, хорошее время, кстати, отдохнуть, в принципе. Не будет определенных аспектов, их просто нет. Сатурн уже в ретроградном движении укатился в первую декаду Овну, и он до вас не дотягивается вообще, в принципе. Нету ни от каких планет аспектов вот здесь в декабре, поэтому здесь стрельцы второй декады можете отдохнуть, но вы можете насладиться, если вы по праву почувствуете, что вы в 2026 году сделали все то, что вы хотели. Потому что следом могу сказать, что 2027 для стрельцов второй декады будет очень, очень сильный и мощный. Там Сатурн заставит прямо-таки весь год. Вот я смотрю, вот уже до мая прям мощная активная работа от Сатурна и от Юпитера, в том числе движение вперед. Ну и кармические узлы будут вам четко спрашивать, а почему на месте-то стоим, почему тормозим? Понимаете, стрельцы второй декады. Вот такой, я бы сказала, у вас немножечко полегче год, чем у стрельцов первой и третьей декады. Немножечко полегче, но потому что напряженных аспектов у меня здесь я не вижу. Может, у вас в личных картах и есть напряжение, да? Тогда оставляйте в комментариях, я отвечу под этим видео, но оставляйте дату, время, место рождения, ваш вопрос. Понимаете, я это общий гороскоп уже рассказала. И да, здесь такой момент, что сделайте как можно больше до того, как обстоятельства вас заставляют, и будет все хорошо. Стрельцы третьей декады. Дорогие, у вас 2026 год можно разделить вот так вот, условно первая половина и вторая. Вторая половина, она такая более
мощная, уже вы чувствуете себя вот на такой волне. Первая половина, она более такая заставляет приходить к ответственности, там еще Сатурн, финансовые вопросики, аспект от Нептуна. То есть те моменты, которые немножечко раздражают, разочаровывают, не дают момент насладиться, понять, кто я, принять решение, пойти дальше. Но с лета и вторая половина 2026 года уже, ну, лето еще будет такое напряженное, да, потому что Уран будет держать кармические узлы в тисках. И это такая история, которая не даст тоже расслабиться. Но вот с июля, август, сентябрь, октябрь, ноябрь и декабрь вообще классная, потрясающая для вас история. Покупка недвижимости, семья, работа, профессиональный статус. Юпитер будет просто в потрясающих аспектах вам помогать, и действуйте, реализовывайте. И тогда у вас все будет хорошо, вы наконец-таки почувствуете себя на своем месте и счастливыми. А для чего мы смотрим все гороскопы? Для того, чтобы быть счастливыми, чтобы определенные моменты и действия дали нам тот самый уровень счастья, который мы хотим. Вот такой гороскоп, дорогие стрельцы. Я надеюсь, что была полезна. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Я желаю вам потрясающего года, и он будет такой, если вы будете действовать. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.